Вы даже не представляете, сколько тайн скрывает земля Соединенных Штатов. Сегодня вы узнаете о мистических местах, которые будто бы созданы сценаристами фильмов о непознанном. От аномальных зон, где компасы сходят с ума, до городков-призраков, где время словно остановилось. Эти истории отнимут у вас сон, заставляя задуматься, а стоят ли все загадки в мире того, чтобы их раскрывать. В мире, где каждый уголок хранит свою головоломку, мы раскроем только самые захватывающие. Готовы погрузиться в атмосферу таинственности и необъяснимого? Это путешествие, от которого мурашки бегут по коже. Змеиный курган, Огайо. Змеиный курган в штате Огайо – одно из самых знаменитых земляных сооружений в мире. Этот гигантский холм, вытянувшийся на 396 метров 40 сантиметров и возвышающийся на 9 метров 80 сантиметров над землей, принимает форму змеи, которая плавно скользит по местности, завершившись свернутым хвостом и открытой пастью, будто готовой поглотить яйцо. Курган следует контуру рельефа, а его голова нависает над крутым склоном неподалеку от ручья. Ученые сравнивали эту фигуру с различными природными явлениями, включая Солнце и тело лягушки, а также предполагали, что это может быть остаток какой-то платформы. Западнее змеиной формы располагается треугольный курган шириной около 9 метров 70 сантиметров, создающий ощущение, что змея готовится атаковать свою жертву. Исследователи считают, что сооружение могло служить укреплением для защиты местных жителей долины Огайо между 1000 и 1550 годами нашей эры. Тем не менее, эта версия основана лишь на находке древесного угля, чей возраст оценивается в 1000 лет, и не дает однозначного ответа на вопрос о назначении кургана. До сих пор назначение змеиного кургана остается неразгаданным. Одни специалисты утверждают, что он мог использоваться для проведения религиозных обрядов древним народом Адена, тогда как другие видят в нем следы астрономической обсерватории. Положение сооружения относительно заходящего солнца и лунных фаз в день летнего солнцестояния придает ему дополнительную мистику. Водопады Вечного огня, Нью-Йорк. В укромном уголке заповедника Шейл-Крик, расположенного в парке Честнат-Ридж, штата Нью-Йорк, спрятан природный феномен, достойный страниц научной фантастики – водопад Вечного огня. Скрытая за каскадом воды, небольшая пещера таит в себе яркое пламя, поддерживаемое природным газом, пробивающимся через земные породы. Удивительно, что огонь горит непрерывно, невзирая на окружающий поток воды, оставаясь неизменным круглый год. Местные жители почитают его как символ упорства и загадки, а ученые продолжают ломать голову над происхождением газа и причинами его непрерывной подачи. Иногда пламя может временно угаснуть, однако посетители парка не оставляют его без внимания, вновь разжигая газовый выход с помощью спички. Согласно местной легенде, человек, возродивший огонь, получит удачу на долгий срок. Таинственное место, Калифорния. Таинственное место – это зона гравитационных аномалий, расположенная среди лесов секвойи вблизи города Санта-Крус, штат Калифорния. Эта область, представляющая собой круг диаметром 46 метров, известна своими необычными физическими проявлениями. Здесь законы природы кажутся нарушенными. Предметы могут двигаться вверх по наклонной поверхности, а люди ощущают изменения своего роста в зависимости от положения. Многие посетители отмечают чувство дезориентации и легкого головокружения. Различные теории пытаются объяснить эти феномены, начиная от влияния магнитных полей и заканчивая оптическими иллюзиями, но ни одна из них пока не получила научного подтверждения. Именно поэтому таинственное место привлекает любителей мистики и необъяснимых явлений. Эти и другие явления я описал в моем телеграм-канале «Необычная Америка», в котором я публикую самые невероятные истории из жизни в США и делюсь важными новостями. Заходите, читайте и подписывайтесь. Огни Марфы, Техас. Огни Марфы – это загадочный феномен, наблюдаемый в пустынных районах западного Техаса, где ночью в небе возникают необычные светящиеся шары. Эти огни обладают причудливым поведением, хотя некоторые закономерности все же прослеживаются. Размер этих шаров сравним с баскетбольным мячом, а их цвет варьируется. Чаще всего они белые, но встречаются красные и синие оттенки. Свидетели описывают их движение как плавное и грациозное, однако иногда они неожиданно ускоряются, вызывая у наблюдателей ощущение страха. Важно отметить, что огни всегда держатся на расстоянии от людей и исчезают. Стоит кому-то попытаться приблизиться к ним. Этот феномен наблюдается уже более 100 лет, и за это время было проведено немало исследований, чтобы выяснить природу этих огней. Были выдвинуты предположения, что это могут быть отражения автомобильных фар или какие-то атмосферные эффекты, но до сих пор тайна происхождения огней Марфы остается нерешенной. Легенды связывают их появление с призрачными духами,
духами или даже с наблюдениями неопознанных летающих объектов. Пещера Белл-Ведьмы, Теннесси. Пещера Белл-Вич связана с одной из самых известных историй о привидениях в США. В начале XIX века семейство Белл из Адамса, штат Теннесси, столкнулось с ужасающими событиями, вызванными, как считалось, злым духом. Этот дух приписывали Кейт Бейтс, известной в округе как ведьма и предсказательница. По слухам, она решила наказать главу семьи, Джона Белла, за давнюю ошибку, совершенную им в молодые годы. После смерти Кейт ее дух начал терроризировать семью, особенно самого Джона, доводя его до болезни и смерти. Эта история стала настолько популярной, что Ричард Белл, сын Джона, позже опубликовал книгу под названием «Наши семейные тревоги», подробно описывающую все события. Специалисты по паранормальным явлениям до сих пор спорят о природе этой истории. Одни видят в ней классический случай полтергейста, другие считают, что дело связано с демоническими силами. Пещеру Белл-Вич, расположенную всего в 150 метрах от бывшего местоположения фермы Беллов, многие считают убежищем духа Кейт Бейтс. Там, по преданиям, она планировала свои нападения и восстанавливала силы. Сегодня пещера находится на частной территории, но открыта для посетителей летом. Дом Винчестеров, Калифорния. Дом Винчестеров в Сан-Хосе, штат Калифорния, это огромный особняк, наполненный множеством архитектурных странностей и неожиданных решений. Среди них лестницы, заканчивающиеся тупиком, двери, открывающиеся в стены, и окна, выходящие внутрь других комнат. Сара Винчестер, наследница состояния, полученного от производства знаменитого оружия, верила, что ее преследовали души погибших от винтовок Винчестера. Чтобы успокоить этих духов, она в течение 38 лет непрерывно расширяла свой дом вплоть до своей смерти. В итоге получился сложный лабиринт, который, по мнению некоторых, служит своеобразной ловушкой для духов. Согласно биографам Сары Винчестер, она регулярно получала советы от духов своих покойных мужа и дочери, проводя спиритические сеансы в специально оборудованной комнате. В этой комнате был один вход, но целых 3 выхода. Сара скончалась в возрасте 80 лет от сердечного приступа и была похоронена рядом с мужем и ребенком. До сих пор нет единого мнения экспертов о причинах строительства этого дома. Большинство склоняется к версии, что это связано с глубокой верой Сары в потусторонние силы и ее интересом к оккультизму. Спустя 5 месяцев после ее смерти дом открылся для посещения туристами. И сегодня дом Винчестеров продолжает привлекать людей своей загадочной историей. Засмотревшись на достопримечательности, легко можно попасть в аварию. Если вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше, куда обращаться за помощью, где найти грамотного юриста, как получить компенсацию, если у вас нет страховки, компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы, ссылка в описании. Коралловый замок, Флорида. Коралловый замок в городе Хоумстед, штат Флорида, представляет собой уникальное каменное строение, созданное в одиночку Эдвардом Литскалнином в начале 20 века. Это грандиозное сооружение включает в себя квадратный двухэтажный башенный комплекс, 12-метровый обелиск и разнообразные каменные скульптуры. Вес многих из этих конструкций превышает 25 тонн. Однако Литскалнин, будучи невысоким, около 152 сантиметров, и легким, менее 45 килограммов, уверял, что перемещал и обрабатывал камни самостоятельно, опираясь на знания о магнетизме и земной энергии. Тайна того, как ему удалось совершить такой подвиг, до сих пор остается одной из самых больших загадок. Эдвард строил свое творение на протяжении 20 лет, используя более 1100 коралловых блоков, которые он добывал на побережье. Исследователи, изучавшие работу Литскалнина, предполагают, что он мог генерировать электромагнитное поле, позволяющее легко перемещать тяжелые камни. Для реализации проекта архитектор выбрал участок с сильным диамагнитным полем, что, возможно, облегчало его труд. Орегонский водоворот, Орегон. Орегонский вихрь, расположенный неподалеку от Голд-Хилл, является еще одним местом, где физические законы, казалось бы, теряют свою силу. Этот район знаменит своими оптическими иллюзиями и гравитационными аномалиями. Посетители рассказывают о чувстве дезориентации, наблюдении за объектами, которые катятся вверх по склону, и изменении роста людей в зависимости от их перемещения по территории. Некоторые объясняют это природным энергетическим полем, в то время как другие связывают явления с особенностями геологического строения региона. Тем не менее, местные коренные жители относятся к Орегонскому вихрю с осторожностью, считая его проклятой территорией, которую они называют «запретной землей». Некоторые племена рассказывают, что их лошади категорически отказываются входить на эту землю, добавляя происходящему паранормальную окраску.
Скрижали Джорджии, Джорджия. Скрижали Джорджии представляют собой набор гранитных монолитов с 10 принципами для человечества, записанными на разных языках. Эти памятники, возведенные в округе Элбер, штат Джорджия, 22 марта 1980 года, в день весеннего равноденствия, напоминают знаменитый британский Стоунхендж. Однако, в отличие от Стоунхенджа, скрижали Джорджии имели строгую ориентацию по сторонам света и состояли из 4 6-метровых гранитных столбов, содержащих универсальные наставления на 8 основных мировых языках – английском, испанском, суахили, хинди, иврите, арабском, китайском и русском. Источник происхождения этих камней и личность их заказчиков остаются загадкой. 10 принципов, среди которых предложение ограничить численность населения планеты до уровня ниже 500 миллионов человек, вызвали теории заговоров и спекуляций о подлинной цели создания этого памятника. В 2022 году скрижали были таинственно разрушены, оставив после себя еще больше вопросов. Башня Дьявола, Вайоминг. Башня Дьявола в Вайоминге, вздымаясь на высоту почти 275 метров над окружающей местностью, представляет собой величественное природное образование, обладающее глубоким культурным значением. Индейские племена, такие как Лакота и Кайова, издавна почитали эту башню как священное место. Легенда гласит, что борозды на ее стенах появились от когтей гигантского медведя, пытавшегося достать детей, превратившихся в звезды. Уникальная форма и загадочное происхождение башни продолжают вдохновлять и вызывать благоговейный трепет. Каждый год сюда приезжают около полумиллиона туристов. Конечно, не каждый решается подняться на вершину, но одного взгляда на эту неприступную гору и захватывающих фотографий достаточно, чтобы запомнить это место навсегда. Отель Стэнли, Колорадо. Отель Стэнли в Эстес-Парк, штат Колорадо, стал широко известен благодаря тому, что послужил источником вдохновения для романа Стивена Кинга «Сияние». Вокруг него ходят легенды о призраках, и многие гости и сотрудники сообщают о странных происшествиях, таких как мигающие огни, призрачные видения и необъяснимые звуки. Одним из самых известных призраков считается Фрилан Оскар Стэнли, первый владелец отеля, который, как говорят, до сих пор следит за своим детищем. Мрачная атмосфера отеля привлекает любителей паранормальных явлений, а современные владельцы активно поддерживают этот имидж, организуя экскурсии по самым зловещим местам гостиницы и участвуя в реалити-шоу. Даже самые впечатлительные гости порой верят в реальность встреч с призраками, и, возможно, кому-то из них действительно посчастливится столкнуться с чем-то сверхъестественным в коридорах отеля. Беннингтонский треугольник, Вермонт. Беннингтонский треугольник – это регион на юго-западе Вермонта, где с 1945 по 1950 год произошли несколько необъяснимых случаев исчезновения людей. Все пропавшие бесследно исчезли, что породило множество версий, включая паранормальные явления, НЛО и деятельность серийного убийцы. Местные индейцы с 1920-х годов называли эту местность проклятой. Помимо исчезновений, в лесу слышали странные необъяснимые звуки, а также замечали необычные существа. Место обросло легендами и реальными необъясненными случаями, что делает его довольно жутким. Несмотря на масштабные поиски, никаких убедительных объяснений исчезновений так и не нашли, оставляя Беннингтонский треугольник вечной загадкой. Тайна Роанока, Северная Каролина. Исчезновение колонии Роанок – одна из самых старых и неразгаданных тайн американской истории. В 1587 году на острове Роанок высадилось более 100 поселенцев, но спустя 3 года, когда прибыл корабль с продовольствием, колония оказалась покинутой, без следов насилия. Единственное указание – слово «кроатоан», вырезанное на дереве. Судьба колонистов осталась неизвестной. Одна из версий предполагает, что индейцы могли предложить переселенцам покинуть остров и перебраться на материк. Со временем колонисты могли уйти все дальше и дальше, постепенно ассимилируясь с местными племенами и растворившись в индейской культуре. Балансирующая скала, Колорадо. Балансирующая скала в Колорадо – это уникальное природное явление, которое словно бросает вызов законам физики. Много миллионов лет назад на территории современного Колорадо простиралось мелководное внутреннее море. Со временем оно превратилось в песчаник. В процессе формирования скалистых гор часть мягкого песчаника размылась, оставив после себя сад богов Колорадо и его главную достопримечательность – балансирующую скалу. Это удивительное скальное образование поражает своими размерами. Но самое интересное – это то, как оно опасно балансирует на поверхности, словно готовое вот-вот скатиться вниз. С научной точки зрения, валун прикреплен к каменному пьедесталу или стержню, который настолько тонкий, что создается впечатление, будто он не удерживает камень на месте.
американский Стоунхендж. В Сейлеме, штат Нью-Гэмпшир, находится загадочное место под названием Американский Стоунхендж. Оно представляет собой комплекс каменных сооружений, камер и больших плит, которые напоминают знаменитый Стоунхендж в Англии. До сих пор остается загадкой истинное предназначение этого места. Многие считают, что расположение камней использовалось для астрономических наблюдений, поскольку оно совпадает с солнечными и лунными событиями, такими как солнцестояние. Радиоуглеродное датирование показывает, что некоторым артефактам на этом месте может быть около 4000 лет, что приводит к различным предположениям о его создателях. Некоторые теории указывают на коренных американцев, другие предполагают, что это могли быть древние европейские исследователи. Несмотря на продолжающиеся исследования, цель и происхождение американского Стоунхенджа остаются загадкой, привлекая как любителей истории, так и искателей тайн. Мистические места США привлекают своей загадочностью и заставляют задуматься о том, что в мире существует нечто за гранью научного понимания. Независимо от того, верите ли вы в легенды или ищете рациональные объяснения, эти необычные и культурно значимые места способны очаровать ваше воображение. На сегодня это все. Спасибо за просмотр.